Вот пришла очередная посылочка мне из китайского магазина AliExpress. Здесь должно быть вот такая вот штука. Вот она. Это средство от храпа. Силиконовый такой вот. Штука такая силиконовая, которая вставляется в нос. И типа человек не храпит после этого. Стоит она 42 цента. Бесплатная доставка. Вот. Ну, я думаю, что на AliExpress любой человек может зайти и найти. Всего за 0,42 цента. Ну, сейчас посмотрим, что здесь пришло. Сейчас вскроем, посмотрим качество. То ли что обещали. Ну, вот пришло вот такой вот коробочки. Здесь зеркальце, вот как вы видите. Сама эта клипса. Посмотрел я на украинских сайтах. Она стоит вот 97 гривен, 70 гривен, 102 гривны, 75 гривен, 110 гривен, 100 гривен. А я купил ее на китайском сайте всего лишь за 10 гривен и 12 центов. Вот. Ну все, теперь протестирую, попробую на себе и выложу вам это видео уже вместе с результатом. Так, друзья, снова здравствуйте. Прошло некоторое время, и я хочу поделиться с вами своими результатами, ощущениями и наблюдениями об этой приспособе китайской. Ну, что я могу вам сказать? Это первую ночь я действительно не храпел. Почему? Потому что полночи я не мог заснуть, так как оно мне ужасно мешало в носу. Ну, а когда задремал и проснулся, я понял, что я его потерял, и остальные полночи я искал по дивану и под диваном ее. Она прозрачная, и тем более ночью ее вообще не видно. Так, ну потом, когда я на следующую ночь уже попривык к ней немножко, я смог с ней спать. И тогда утром у жены я спросил, как результат. Говорю, ну, храплю я или не храплю с ней. Она говорит, так громко, ты еще никогда не храпел. То есть без нее ты, говорит, храпишь намного тише. И сказала, чтобы я больше ее не одевал. Так что, смотрите, ведитесь или не ведитесь на этот развод китайский. Это уже ваше решение, покупать или не покупать. Ну, вот коробочка хорошая с зеркальцем. Вот такая вот симпатичная. Может, какой-то дочери кому-то интересно будет там колечко хранить или сережки маленькие. Так что тоже полезная вещь. Вот из этих двоих вот это полезнее намного. Вот такой вот небольшой обзорчик. С вами был Ралик. До свидания. Спасибо за внимание.